Всем приветики, друзья! Я очень рада видеть вас здесь, на этом канале, посвященном вязанию, шитью и всякому прочему творчеству. Добро пожаловать! И сегодня внезапно у меня для вас мастер-класс. Да, это бывает очень редко, я даже не помню, когда я делала последний раз мастер-класс. Тем не менее, я очень хочу поделиться с вами тем, как я вязала вот этот фарточек. Наверняка были тут показаны под съему. Что это за вещичка, что мы сегодня будем вязать? Это такой фарточек из разноцветных маленьких микро-бабушкиных квадратиков. Вяжется он очень легко, не скажу, что быстро, потому что вот этих квадратиков очень много, но если какое-то продолжительное время вязать по 1-2 квадратика в день, знаете, не торопясь, то вполне можно связать такую классную вещичку. Ну что же, давайте приступим к вязанию. И начнем с вязания микроквадратиков. Для них нам понадобится крючок. У меня я использую 2,3 мм. Исходите из той пряжи, которую вы будете вязать. Здесь я взяла носочную пряжу, то есть это 400 метров в 100 граммах. Также нам понадобится иголочка, чтобы заправлять кончики, и ножнички, чтобы обрезать кончики. Это база. Итак, у меня здесь 2 цвета. Конечно, если вы хотите такой же разноцветный, то все остатки разноцветной носочной пряжи вам пойдут. Также просто какие-то разные цвета. Можно какую-то, в принципе, просто тонкую пряжу, например, Gazelle Baby Cotton. Вот такая достаточно тоже тоненькая ниточка. Можно все это даже миксовать между собой. То есть более толстенькая, чуть более тонкая пряжа. Смотрите, исходите, главное, чтобы квадратики в итоге были примерно одного размера. Ну, вот здесь я выбрала вот такие парочку цветов носочной классической пряжи. Это Alize Comfort Socks. Вот, так что давайте начнем с нее. И я покажу, как вязать обычный бабушкин квадрат. Сначала мы делаем кольцо амигуруми. Вот так оплетаем пальчик. Внутрь продеваем наш крючок, вытаскиваем петельку и еще раз через эту образовавшуюся петельку протаскиваем ниточку. Вот такая у нас получилась первая петля. Дальше делаем еще 2 воздушные петли. И в это кольцо амигуруми провязываем еще 2 столбика с накидом. Вяжу медленно, специально, чтобы, если новички, то могли повторить за мной. То есть у нас получается здесь как 3 столбика с накидом. 2 из которых это обычные столбики, и первый это 2 воздушные петли. Это сторона квадратика. Теперь мы делаем 2 воздушные петли. Это уголочек квадрата. И в это же кольцо делаем еще 3 столбика с накидом. Вторая сторона. Снова 2 воздушные петли, второй уголок, и еще 3 столбика с накидом в наше колечко. Вот смотрите, уже формируется квадратик. И последние 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом, последняя сторона квадратика. Так, провязали. Сейчас можно уже затянуть наше колечко, просто потянув. Вот у нас серединка собралась. И теперь у нас остался только вот этот уголок. Делаем 2 воздушные петли и присоединяемся во вторую петельку, которую мы поднимали в самом начале. Цепляемся за нее и делаем соединительный столбик. Вот он. Дальше можно еще раз через петельку протянуть. Это закрепка. Так делается закрепка. Все, и можно обрезать ниточку. Вот такой микро-малюсенький квадратик получился. Дальше можно сразу спрятать
кончики. Я люблю на самом деле хвостики вот действительно прятать прям сразу, чтобы они дальше не мешались в работе, и чтобы потом в дальнейшем не нужно было заправлять миллионов кончиков у всех квадратиков. Вдеваем кончик в ушко иголочки, логично, да, и вот эта ниточка у нас из серединки, то есть кольцо амигуруми, которое мы вначале собирали, и мы просто потихоньку протаскиваем, вдеваем нашу иголочку между петелек, тем самым выводя ниточку. Здесь пару кругов можно сделать, 1,5 круга, чтобы ниточка точно у нас никуда не выпала и квадратик не распустился. Вот так еще раз подтянем. Все, и можно, в принципе, обрезать. Это вот так с изнанки выглядит. И кончик, который мы только что в конце оставили, также продеваем. И здесь аккуратненько. Я всегда прячу ниточки, кончики с изнанки, а не с лица. Здесь подцепляемся в рандомные петельки и опускаемся вот к этому, к серединке, кругу вот этому. И точности также вывожу, немножечко проходя вокруг этого круга, пряча внутри петелек. Главное, смотрите, чтобы аккуратненько, чтобы здесь не выскочила на лицевой стороне иголочка, и у вас там не появился какой-то лишний стежок, так скажем. Все, вот таким образом тоже обрезаем ниточку. Все, дальше мы будем работать с вот этой микроосновой. И берем второй цвет, ниточку. Можно продеть ее в абсолютно любой уголок, неважно в какой. Я вот делаю просто узелок. То есть вот мы продели в уголок и завязываю. Есть еще разные способы, как начать вот новый ряд. Мне нравится просто узелочек, без каких-то заморок. Все, и из вот этого уголка мы делаем 2 воздушные петли. Поднимаем. Дальше еще 2 столбика с накидом в уголочек. Вот это у нас половиночка уголка. Дальше воздушная петля. И дальше мы делаем 3 столбика с накидом в следующий уголочек. Раз. 2. 3. Вот у нас 3 столбика с накидом. Чуть-чуть можно подтянуть в бок. Это у нас половинка уголка. Уголок всегда 2 воздушные петли. И в эту же дырочку уголка провязываем еще 3 столбика с накидом. Вот он, наш красивенький уголочек. Аккуратный. По стороне между уголками мы делаем всегда 1 воздушную петлю. И продолжаем следующий уголок. Точно так же 3 столбика с накидом. Так, вот 3 столбика, 2 воздушные, еще 3 столбика в дырочку уголка. Итак, у нас готов второй уголочек. Аналогично провяжем третий, и когда перейдем к завершению, я вам покажу. Так, провязан третий уголок, и мы переходим к началу, куда начали. Половинка нашего уголка здесь уже имеется.
Мы делаем в эту дырочку уголка 3 столбика с накидом. Так. И теперь остается лишь соединить этот уголочек. Делаем 2 воздушные петли и присоединяемся во вторую петлю, которую мы поднимали, начиная этот ряд, соединительной петелькой. Вот так. И делаем закрепочку. Обрезаем нить. Вот такой вот микроквадратик, аккуратненький, маленький у нас получился. Можно точно так же сразу спрятать аналогично хвостики. Вот сюда его продевая, здесь вот проводя сюда, и все, и можно обрезать. И по размеру у нас этот квадратик получился, значит, вот 3 сантиметра. Плюс-минус миллиметр, ничего страшного, если у вас будет пряжа чуть-чуть толще, или в принципе у вас весь проект будет, например, из пряжи потолще, и больше размер будет квадратиков. Вот такая вот основа, базовый квадратик. Дальше, конечно, в идеале его нужно заблокировать, точнее все квадратики, которые вы навяжете, заблокировать, чтобы они вытянулись вот здесь в уголках, и был идеальный такой вот квадратик-ромбик. Таких квадратиков нужно связать, в моем случае, 304 штуки, но не обязательно делать именно такого большого размера фарточек. Он может быть и меньше. Тут сами себе задумываете, распланируйте, какого размера вы хотите этот фарточек. Ну а сейчас давайте же соединим все это огромное количество микроквадратиков, которых мы заранее навязали. В целом, конечно, здесь ничего сложного нет в этом соединении, но я для себя нашла какие-то моментики, секретики, как лучше смотрится соединение. Итак, для начала мы, конечно же, компонуем все квадратики, которые у вас есть. Если они одного цвета или каких-то определенных нескольких цветов, вам будет проще. Здесь у меня вообще немножечко разные. Взяла те, которые были. Конечно, лучше, чтобы они были одинакового размера. Итак, раскомпоновали, разложили на какой-то поверхности. Я для соединения возьму специально более яркую, более цветную нить, чем белую, чтобы вам было лучше видно. Соединяем мы вот таким вот способом, зигзагом, змейкой, да. И начинаю я с нижнего квадратика. Берем нижний квадратик, присоединяемся вот в этом месте. У меня крючок 3,5, пряжа Газал Baby Cotton. Если вам это о чем-то скажет, конечно, тут исходите из того, каким размером крючка связаны ваши квадратики, такой же ниточкой соединять. Дальше мы набираем 4 воздушные петли, присоединяемся вот здесь в серединке, снова 4 воздушных петли, и вот здесь на уголке тоже присоединяемся. Давайте обо всем по порядку. 4 воздушные петли. Я делаю их плотненькими, так как у меня мелкое такое достаточно вязание, у меня все плотненько. Узоры, опять же, тоже в квадрате могут быть разные, но вы ориентируйтесь на середину. Иногда этих столбиков нечетное количество, и тогда наоборот четное, и тогда в середину вы никак не попадете. В общем, примерно на глаз прицепляемся столбиком без накида, вот таким, в середину квадратика. Еще 4 воздушные петли. И в уголочек тоже присоединяемся столбиком без накида. Так как это у нас уголок, мы продолжаем. Еще 4 воздушные петли. Снова в серединку стороны квадрата присоединяемся столбиком без накида. Еще 4 воздушных петли. И снова присоединяемся столбиком без накида. И вот на этом моменте мы уже будем присоединять следующий верхний квадратик. Я
в этот уголок просовываю крючок, зацепляю нить и здесь соединительным столбиком. То есть просто через петельку образовавшуюся проводим. Поворачиваем, и мы дальше вяжем по вот этой стороне. В руках удобно поворачиваю и набираем 4 воздушные петли. В серединку. Вот такой, кстати, узор, это классический бабушкин. Он удобнее всего, потому что здесь серединка, она обозначена вот так легко. И мне очень нравится, как это выглядит уже в итоге. Вот эта галочка, она делает красивым узор. Дальше снова 4 воздушные петли. В уголок столбиком без накида. Еще 4 воздушные петли. В серединку стороны квадрата столбиком без накида. Еще 4 воздушные петли. Ну, я думаю, здесь принцип понятен. В уголочек столбик без накида. Все, вот таким же образом вяжем вот этот квадратик. Давайте еще раз покажу. В уголок вставляем крючок, подцепляем сзади ниточку, выводим и сразу же через нашу петельку, которая была на крючке. Все, вяжем вот этот квадратик. Раз, два, три стороны. Таким же образом, как я думаю, тут уже как бы стало понятно. Так, и прицепляемся в последний вот этот уголочек. Вот таким образом, да, у нас узор. И теперь мы прицепляем вот этот квадратик с нового ряда. Присоединяем точно так же, вставляем в уголок, сзади подцепляем ниточку, проводим и сразу ее через петельку на крючке. Но теперь мы пойдем не вот в эту сторону, а обратно вот сюда. И здесь вот первый секретик. Если просто начать вязать сейчас воздушные петли, то у нас здесь отступ такой достаточно сильный. А хочется его ближе как бы к центру, к серединке. Это, короче, это нюанс прям. Можете попробовать и так, и так. И я вот все это огромное свое полотно, которое вязала, пробовала и так, и мне понравился именно вот этот способ. Я еще разок подцепляю за вот эту петельку, вот самую крайнюю, и как бы за 2 половинки сзади тоже ее подцепляю. И делаю соединительный столбик вот так. Да, тут немножечко каша-малаша получается, но теперь у нас отходит петелька более, так скажем, от серединки. Делаем 4 воздушные петли. Теперь прицепляемся в серединку желтого квадратика столбиком без накида. И идем снова до вот этого уголка. Это вот так вот у нас выглядит. Давайте, чтобы вы ориентировались. То есть вот так мы провязали. Здесь обошли кругом, присоединили квадратик новый и оставили его. Все, он присоединен. Мы дальше идем именно по нашему вот этому первому ряду. Возвращаемся. И здесь второй секретик. Опять же, чтобы вот в этом месте был красивый у нас стык, ровненький в серединку. Смотрите, что я придумала. Мы цепляемся за вот эту петельку и за вот эту. Вот. Я не знаю, как это увидеть, показать. Здесь у нас был столбик без накида в уголке. И затем соединение вот с этим квадратиком. Такие 2 петли. Так вот, вот за их верхние 2 половиночки, за вот эту и за, расслаивается ниточка, вот эту, вот за них мы проводим
и соединительную петельку. Опять же, такой же финт, как вот здесь. Это просто, чтобы был вот этот центр, серединка красивый. Вы можете так пробовать, можете не пробовать. Я повторюсь, что я просто показываю вот свой секретик. Все, дальше мы идем просто по стороне. Снова 4 воздушные петли. В серединку прикрепляемся столбиком без накида. Снова 4 воздушные петли. Присоединяемся в уголок столбиком без накида. И тут не забывайте, дальше не идем, у нас прицепляется дальше следующий квадратик, вот этот. Берем его, точно так же вставляем в уголок наш крючок, сзади подцепляем петельку и просто проводим через образовавшуюся, через ту, которая была на крючке. Вот таким образом. Здесь мы подхватываем, вот видите, это как бы два момента. Вот этот, где мы прицепляем новый свежий квадратик, мы цепляем за вот 2 петельки уголка, которые и верхний, и нижний. За обе половинки одного и того же столбика в уголке, который был столбик без накида. За него цепляем соединительным столбиком. А там, где мы уже стыкуются обе линии нашей вот этой обвязки красивой в центре, здесь за 2 верхние, за 2 половинки разных соединительных столбиков, да, то есть в уголка был столбик без накида и соединительный столбик с другим. Я надеюсь, что я вас вообще не запутала, как я объясняю. Сама не знаю, поняла бы я или нет. Действуем дальше. 4 воздушные петли. Присоединяемся в серединочку столбиком без накида. Еще 4 воздушные петли. И вот снова, смотрите, мы смыкаем нашу обвязку. Здесь цепляемся за одну половинку верхнюю и за другую половинку, которая от этого квадратика. Вот за эти 2. Проводим петельку и через петельку на крючке. Ну, соединительный, короче, соединительным столбиком. Вот, таким образом. Все, дальше обвязываем вот этот квадратик. Точно так же 4 воздушные. В серединочку соединительным. Столбиком без накида. 4 воздушные петли. В уголок столбиком без накида. Так. И мы присоединяем последний наш квадратик. Здесь тоже внимательно присоединяем соединительным. Да, и здесь тоже момент. Вот так вот у нас квадратики расположены. И здесь мы идем не вниз по обвязке, мы пропускаем вот эти края, они будут у нас обвязываться вообще в самом конце, уже просто когда все изделие готово, или там дополнительную новую нить начать и вот так вот по уголку, по краю лучше сделать. Потому что иначе у нас система змейки, вот этого зигзага потеряется. Сейчас мы будем вязать вот так вверх. То есть вот мы присоединили и идем по вот этой стороне. Снова 4 воздушные петли. Столбик без накида. 4 воздушные петли. В уголок столбик без накида. Так, ну и дальше тут я уже показывала. Так, сейчас, секундочку. Дальше мы будем прицеплять вот этот квадратик и вязать не по внешней, а по внутренней стороне вот так. Вот так сейчас будем вязать. Внимательно, вот первые ряды, нужно быть внимательным в этом плане. Снова в уголок вставляем крючок, продеваем ниточку и через петлю на крючке, которая была. Все. И здесь вот мы никуда-то не сюда идем, вот мы поворачиваемся таким образом, чтобы провязать вот эту сторону квадратика. Делаем 4 воздушные петли.
в серединку столбик без накида и еще 4 воздушные петли. Да, здесь не совсем удобно держать. У нас нить идет под работой. Вот так. Здесь у нас все сомкнуто, аккуратненько. Тут, да, не совсем удобно, непривычно, но вот так. И здесь и третий секретик. Сколько их уже? Да, вот здесь тоже. Это самое сложное место, как раз-таки. Оно самое такое массивное, потому что здесь пересечение. Вот мы по второму слою, так скажем, идем. И у нас нить снизу, сверху как бы крючок вот с нашими воздушными петлями. И я вот выработала такую штуку. Чуть-чуть вытягиваю петельку, вынимаю крючок. И вот здесь, пока отставим это, не потеряйте, главное, петельку. Вот в этом узле самый верхний, самый такой топорщащийся, как сказать, петелька, вот она. Блин, как ее... Вот она. У меня просто туго что-то. Вот она. Вверху петелька, вот. В нее мы вставляем вот таким образом крючок. И вот эту петельку, которую мы только что бросили, аккуратненько надеваем ее обратно на крючок и продеваем сквозь эту петлю. В принципе, здесь можно крючок просто повернуть, но это лишний перекрученность нити, это лишняя толщина. Это совсем, если прям заморачиваться, а я заморачивалась. Вынимаю снова и вот с этой стороны вставляю в петельку наш крючок. Кто-то скажет, что это лишняя заморока, возможно, тут как хотите. И дальше делаю соединительный столбик. Вот мы закончили этот узел. Дальше делаем снова 4 воздушные петли. И вот этот узелок, там, где мы внутри протаскивали, так скажем, под вот этой верхней половинкой петли, чуть-чуть вниз оттягиваю. Все, и вы прям даже пальчиками чувствуете, что здесь толщина небольшая. Она, красивая, в отличие от разных других узелков, которые я пробовала делать. Все, здесь в серединку мы прицепляемся столбиком без накида. Дальше снова 4 воздушные петли. И в уголок прицепляемся столбиком без накида. Вот мы провязали внутреннюю часть ряда. Да? Дальше снова прицепляем наш верхний квадратик. Таким же образом. Через уголок соединительной петелькой. Можно уголок подправить, чтобы он был в центре. Поворачиваем вот сюда. Я извиняюсь, что я задеваю за камеру, постоянно у меня, возможно, трясется. Все, делаем снова 4 воздушные петли, прицепляемся в серединке, 4 воздушные петли. И еще раз покажу, как мы прицепляемся в середине, вот в этом узле, сложном узле, назовем его так. Два, 3, 4. Вот здесь чуть-чуть вытаскиваю петельку, потому что она будет вот здесь внутри проходить. Вытаскиваю. Вот она верхняя торчит. Вот она, видите? Вот за эту петельку продеваем. Вот в нее протаскиваем нашу рабочую петлю. Меняю ее положение. Все, готово. Дальше соединительный столбик не забываем. И только потом 4 воздушные петли. Потому что потом вот это место я всегда подтягиваю вниз, чтобы именно вот ту петельку, которую мы бросили, чуть-чуть вытянув, она как раз и ложится ровненько вот внутри вот этого узла и делает, не делает слишком лишней толщины в этом месте. Еще раз повторю, возможно, я замудрила как-то, и можно это как-то легче сделать. Может быть, вам удобнее каким-то другим способом. Я делюсь своим способом, своим опытом. Хотите, прислушивайтесь, хотите, нет. В общем, вот таким образом. Дальше у нас все повторяется уже, как мы вот здесь остановились, да, вот. Мы идем сюда, прицепляемся, бросаем этот квадратик. Дальше вяжем по стенке.
Здесь в узле соединяемся. Вяжем сюда, прицепляем квадратик, бросаем его, дальше вяжем по этой стороне квадратик. И так далее. Потом сюда, 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 сюда. И, ну, как бы вот, вы поняли, да? Ну и да, в конце, когда вы уже довязали полностью изделие, как я сказала в начале, можно пойти как раз по вот этому нижнему ряду и довязать вот этот нижний край весь до конца и остановиться прямо вот в этом же месте, с которого мы и начали. Надеюсь, вам было полезно это. И смотрите, на самом деле, как прикольно выглядит, даже если какой-то любой другой цвет, то цветастые квадратики собираются вместе. Мне очень нравится, как выглядит этот узор. Получается, как такая плиточка, особенно если вы использовали не однотонные квадратики, а вот с узором бабушкиным или какими-то другими. То есть внутри, когда другой цвет, вместе с этой вот обвязкой по бокам получается вот какая-то плиточка такая цветастая. Очень нравится мне этот дизайн. Все, спасибо всем за внимание. На этом все. Итак, когда у нас связаны все квадратики, проверьте еще раз полотно, достаточно ли для вашего изделия. Также в этом моменте можно отгладить, отпарить, чтобы выровнялись квадратики. Для вязания пояска я разложила наше изделие. Вот в этом месте должен быть поясок. И начинаем мы с новой ниточки. Набираем, делаем, во-первых, воздушную петлю. Первую так закрепляем, чуть-чуть затягиваем. И набираем воздушные петли. Такое количество необходимое, чтобы был свободный край именно завязок пояска. Сейчас я наберу и скажу, сколько потребуется в моем случае воздушных петель. У меня получилось 100 воздушных петель. Вот так вот косичкой мы набрали. И теперь прикрепляемся вот к этому краю, то есть верхнему краю, где у нас будет поясок. Прямо вот сюда, в уголочек, присоединяемся. Я вот присоединяюсь вот сюда. И делаю столбик без накида. Вот. Дальше мы будем набирать воздушные петли и присоединяться вот сюда. И варьировать вот это как раз расстояние, чтобы чуть-чуть не слишком растянуто было и не слишком туго. Я набрала ровно 10 петель. Тут, конечно, зависит от того, насколько вы свободные петельки делаете или наоборот очень тугие. И присоединяемся тоже вот здесь в уголке, вот в эту петельку, столбиком. Вот так. Столбиком без накида. Все, и дальше также буду делать по 10 петелек. Итак, по 10 петелек в моем случае вполне достаточно для того, чтобы полотно было чуть-чуть стянутое вместе пояса. Я уже примерила на себя, и уровень стянутости, так скажем, как раз идеальный. Провязываю так до конца. Провязала верхнюю часть пояса до противоположной стороны. И здесь снова делаем столько же воздушных петель, как в самом начале. У меня там было 100. Здесь снова делаем 100 воздушных петель. Провязали вверх пояса. Дальше набрали еще 100 воздушных петель. И сейчас мы будем как бы с изнаночной стороны поворачиваем наизнанку. Вот так, наверное, лучше. И вот эти воздушные петли с изнаночной стороны сейчас будем провязывать, чтобы здесь дальше, когда мы перейдем на пояс, продолжать вот сверху навязывать столбики без накида. Итак, берем наш кончик с воздушными петлями и я провязываю просто за верхнюю половинку косички, то есть с изнаночной, правда, стороны, с лица тут у нас хорошо видна косичка, а с изнаночной вот чуть-чуть другой узор, но тем не менее просто за верхнюю часть в каждую петельку провязываю так аккуратненько
обычный столбик без накида. Вот так вот в каждую петельку, не торопясь. Все, и так вяжем до конца. Да, это не так удобно, как с лицевой стороны, конечно. Так вяжем до конца и продолжаем всю верхнюю часть пояса и нашу другую сторону, свободный край пояска. То есть вот здесь вот с изнанки все это будет провязываться до самого конца. И потом мы снова развернемся и уже будем вязать по лицевой части еще раз полностью до вот этого нашего начала пояска. Я провязала весь поясок вот с изнаночной стороны. Здесь вот по квадратикам можно заметить. Здесь получается лицевая, здесь изнанка, но мы вот вязали именно по изнаночной стороне. Вот, довязали до конца в последнюю полупетельку я провязываю столбик без накида. Вот он. И теперь переворачиваем вязание и провязываем точно таким же способом столбиками без накидов каждую петельку за обе, в этот раз за обе половинки косички, вот которая здесь образовалась по верхней части. Вот, провязываем, и здесь дальше вдоль всего пояса по вот этой верхней стороне теперь у нас лицевая сторона, и мы провязываем до самого-самого конца, до кончика второго вот хвостика пояска. Давайте покажу как. Так, вот у нас петелька, с этой стороны у нас рабочая нить. Делаем одну воздушную петлю подъема и дальше провязываем в каждую петельку за обе дужки столбик без накида. Вот таким образом у нас получается и поясок чуть-чуть, ну точнее вот эти завязки чуть более толстеньким, чем вот этот получится, ну в 2 раза, да, получается. И сам поясочек тоже будет вот такой вот чуть потолще, и я думаю, этого вполне достаточно. Так, вяжем до конца и посмотрим, что получится. Я провязала до конца обе лямочки нашего пояса, и теперь остается только заправить кончики иголочкой просто внутрь стежков, туда-сюда, в общем, как обычно. И отглажу их сейчас еще, чтобы они были не такими скрученными. И все, юбочка готова. Вставляем кончик ниточки в иголочку, в толстенькую. И я на самом деле просто в хаотичном порядке вдеваю в стежки внутрь, тем самым можно зигзагом вот так, можно вот такими петельками. В общем, прячем хвостик. Здесь не обязательно прятать хвостик прям супер-пупер хорошо, потому что в этом месте изделие никак не деформируется. Это просто кончик, который никак не вылезет. Так что можно, в принципе, вообще просто по прямой вставить вот так вот внутрь. Недалеко протянуть и все, и вывести. И ниточку можно обрезать. Все, таким же образом прячем второй кончик и отглаживаем. И абсолютно так же я прячу кончики и вот в этом месте, где у нас было начало, самое-самое начало соединения всех квадратиков и конец соединения всех квадратиков. Точно так же вставляем и немножечко вдоль вот этих петелек
буду продевать ниточку и прятать ее где-то сзади. Здесь, например, могу в задние петельки воздушных петель спрятать. И обратно. И второй кончик. Второй кончик я здесь сделала закрепку. И на самом деле, чтобы более плавное, ровное было конец, я эту закрепку чуть-чуть распускаю, вытягиваю нить. То есть вот он без закрепки, но сейчас мы спрячем кончик, и эта закрепка не обязательно здесь. Вот, мы сейчас сделаем последний стежок, имитирующий косичку нашу. Я думаю, многие этот способ знают. То есть мы за обе стороны последнего стежка косички вводим нить, а затем в то же место, откуда у нас выходит вот эта ниточка. Вот сюда же, вовнутрь. Так, перепутались у меня все. Вот таким образом у нас сформировалась косичка. И теперь вот вообще незаметно это соединение. И теперь просто точно так же еще несколько раз спрячу внутри петелек ниточку, хвостик наш. Вот так. Чтобы ниточка эта не выскочила, можно ее, в принципе, еще проклеить вот здесь чуть-чуть, совсем маленечко, и обрезать. И можно проклеивать специальным клеем для ткани, но я вот люблю просто обычный момент кристалл, отлично тоже подходит. Главное, чтобы капелька была супер маленькая. Ни в коем случае не нужно огромные капли капать прям на вязание. Вот так я вставляю внутрь стежка, в котором у меня прячется ниточка. Все. И это микрокапельки достаточно просто зафиксировать, чтобы этот хвостик никуда не вылез. И обрезаю вот так под корень. Все, абсолютно ничего колючего не осталось. Также с этим хвостиком поступаю. И все. Я очень надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Не забывайте ставить лайк, если это так. Буду очень рада обратной связи. И если захотите тоже связать такой же фарточек. И подписывайтесь на мой телеграм-канал, где можно будет все это обсудить и поделиться своими результатами. Всем спасибо за внимание и пока-пока!